Всем салют! В этом видео мы поговорим о эльфе крови, да, о талантах, зверях и машинах. Да? То есть у меня вот такой набор талантов, более-менее классический, за исключением, конечно, лидерства. Лидерство я использую в данном случае для того, чтобы были больше стеки, и он потом больше призывал. Такой экспериментальный вариант. В принципе, меня все устраивает. Также до этого у меня стояло здесь снижение урона. Пробовал с двумя молчанками. Вот, с жизнями пробовал. Ну, как бы не могу сказать, что где-то какой-то талант давал какое-то прям дикое преимущество. Да, то есть некоторые играют вообще без сопротивления, наоборот, там ставят 2 харизмы, 2 молчанки, да, то есть кто-то ставит силу, кто-то... Можно играть с бронебоем, да, вот потом попробую еще бронебой поставить вместо лидерства чуть позже. Посмотрю, как будет с ним играть, да, то есть потому что, ну, рассчитывать на призыв, и на эльфов, да, которых вампиров будет призывать. Но опять же, у него стоит машина, я пасть поставил, да, тогда лучше ставить, конечно, еще и машину Скорпион, да, то есть, чтобы призывал маленьких паучков, да, они тоже больше урона вносили. Ну, пока вот такая у меня сборка. Стоит зверь, да, ледяной зверь, медведь, вот. У него тоже у меня стоит молчанка, лидерство и мораль, да, то есть, опять же, если вы используете, играете там, к примеру, через бронебой, да, ну, лидерство, конечно, стоит убрать и поставить силу, да, то есть, чтобы было больше силы, и ваши там войска с помощью бронебоя, да, наносили больше урона. Вот, опять же, ну, смотря какие сборки, сколько харизма, на каком уровне, да, то есть, если вы используете больше войск Б-ранга, то бронебой будет вам гораздо лучше и эффективнее, чем лидерство, которое вот сейчас у меня стоит. Вот. Также он хорошо играет с девятихвостым лисом, да, то есть очень, ну, лис вообще любому, в принципе, герою заходит. Вот, также можно поставить снежного ребенка, как вариант. Я пробовал со всеми зверями, да. Вот, если поставить этот самый зеленого дракона, да, для того, чтобы Огров призывал, ну, как-то не очень мне понравилось. Хотя тоже некоторые используют как вариант, да, то есть, опять же, впоследствии он этот самый дает нам, призывает Огров, призывает вампиров, да, куча призванных, затягивает с собой, и тоже можно выиграть. Медведь много урона, ну, медведя не будет носить, у нас же тогда зеленый дракон будет. Ну, пасть будет урон наносить, или же тогда лучше ставить уже паука, да, машину, чтобы она больше наносила урона. Вот, как вариант. Вообще, как бы вариантов сейчас много. Можно ставить паука вместо стрекозы, ставить копейщика, да, можно играть от 2 копейщиков, если вы через бронебой играете. Вот, пробовать, да, тоже будет нормально. Вот. И опять же, если у вас это основной герой, если у вас герой не основной, то, в принципе, на самом деле подбор талантов, ну, особой роли не будет играть, да, как бы вы ставите. Но сейчас все зависит от того, насколько топовая машина, насколько топовый зверь стоит у вашего героя, да, если у него прокачанный храм хаоса или нету. Эти вещи вот действительно уже сейчас носят очень много урона и играют решающую роль. Вот как-то так. Более подробно мы разбирали на стриме. Кому интересно, можете посмотреть последний наш стрим. Там мы разные варианты разбирали более детально. Таланты, да. Ну, а так, такие вот таланты, что можно играть, поставить, если у вас не прокачанная машина, можно поставить деревяшку. У меня с деревяшкой играл и с снижением урона, да, то есть для того, чтобы затягивать бой. Вот, тогда там медведя ему поставить, или глаз можно поставить тоже, который наносит много урона. Затягиваем бой. Вот. И у нас дерево тоже наносит очень много урона, да, машина. И как бы на дальних дистанциях очень много любая наносит урона. Вот. Такие вот расклады. Ну, по лидерству я говорю, что это такой в какой-то степени был более экспериментальный вариант. По крайней мере, меня сейчас это устраивает. Возможно, попозже чуть поменяю. Да, сейчас у нас таланты дали возможность
замены, да, полностью 35 фрагментов. До этого у меня не было, потом было 20. Я вот прокачивал там кому-то, что-то прокачал, закрывал этап. А сейчас 35. Ну, можно попробовать половить и сравнивать, да, то есть выловить одну ветку талантов и вторую. И сравнивать уже более детально, да, то есть как лучше. Лучше там бронебой или молчанка, или же жизни, да, то есть как бы более наглядно. Заморочиться, если вот у вас основной герой, да, то есть вложить, там потратить камни обновления, да, выловить нужные таланты и уже поэкспериментировать, да, то есть потому что у каждого все индивидуально. На этом все. Всем спасибо.